Все ближе наступает конец цикла Battlefield 2042, все больше инсайдов и сливов мы получаем уже по новой батле, и мне пришла в голову одна идея – начать потихоньку подготавливаться к подведению итогов актуального Battlefield 2042. Привет, друзья, с вами Купитман, и в этом ролике мы с вами оценим карты BF2042 от худшей к лучшей. И сразу проговорю, в топе не будет карты из Battlefield Portal, так как на первом месте, очевидно, была бы граница Каспия. А перед началом хочу предупредить тебя о том, что данный ролик носит исключительно информационно-юмористический характер, и расположение карт является сугубо субъективным мнением автора, не претендующим на истину в последней инстанции. Также не забудь поставить лайк, подписаться на канал, прожать колокольчик, а мы начинаем. На мой взгляд, это самая худшая карта Battlefield 2042. Во-первых, она огромная. В ней точки разбросаны на слишком большие дистанции. Центральная часть этого уровня — это какая-то нефтяная вышка, до которой нужно добираться по путям, которые простреливаются всем, чем можно. По точкам интереса у нас есть какие-то ангары, зона возле этой вышки, сама вышка и какая-то база с палатками на леднике. Не хватает только пингвинов, озлобленных на Трампа из-за введенных пошлин. А мы едем дальше. 14 место, карта Песочные часы. Тоже то еще дерьмо, на самом деле она ничуть не лучше разрыва, в этом списке карта выше только из-за отсутствия на ней снега. Да, я терпеть не могу это белое вещество. Карта огромная, объекты разбросаны как попало, на этой карте играть нормально у вас вообще не выйдет никак. Точки интереса представлены деревней, в которой ничего не произошло. Пустыней, где Гоблинус замышляет коварный план саботажа стройки дворца для Клеопатры. Нет камней. Нет стройки. Нет стройки. Нет дворца. Нет дворца. Нет дворца. И одной улицы столицы Катара Дохи. Песочные часы являются таким же мусором, как и карта Разрыв, а мы вытряхиваем песок из жопы и едем дальше. Если будет много, сдачу мне. 13 место, карта Обломки. Едем дальше в какую-то индийскую помойку. Здесь у нас собран уже целый букет из дерьма. Огромные просторы, объекты находятся далеко друг от друга, кроме центральной части. Она уже играется получше ее предыдущих коллег. На данном уровне ключевой частью стал выброшенный на берег корабль, на крыше которого и происходят основные замесы команд. А также рядом есть еще кусок этой баржи или корабля, где также стреляются игроки. Точки интереса уровня представлены помойкой, кораблем, деревней и какой-то типа базы. Ну а мы выбираемся из этих трущоб и едем дальше по списку. 12 место, карта Стадион. Если бы карта Стадион была бы YouTube персонажем российского сегмента, то я бы назвал бы ее Егоркой. Как жить-то, блядь? Ебать, если ты помнишь такого чувака, то обязательно ставь лайк. У них у обоих сложная судьба. Сначала этот уровень был частью Песочных часов, но по всей видимости, поняв зашкварность этой карты, Стадион сказал: не работать надо, блядь. И выпилился из часов для того, чтобы вернуться в 2042 в качестве отдельной карты. Почему так низко? Все просто. Я ненавижу мясные карты. А я напоминаю, что данное видео носит исключительно развлекательный характер и не претендует на истину в последней инстанции. Хотя, если ты не согласен, то жду тебя в комментариях. Ну а мы продолжаем наше путешествие уже в Египте. А почему едет он, а не я? 11 место, карта Возрождения. Проблема этой карты для меня все та же. Это ее масштаб. Карта огроменная, но центральная часть и та часть, скажем так, которая не является пустыней, сделаны, на мой вкус, в разы лучше, чем те уровни, о которых мы говорили выше. Кластер D, вот эти теплицы, и точка C, это где погран-переход вот в этой огромной стене, сделаны отлично. Они друг с другом хорошо гармонируют, и экшен разворачивается в основном именно вот в этом участке карты. А вот пустынная часть этого уровня мне абсолютно не зашла. Точки интереса представлены какими-то аграрными теплицами на точках Е и Д. Сам погран-переход на точке С. Вот это все заслуживает отдельного лайка. А вот уже остальная часть карты абсолютное дерьмо. Переходим к разделу нормальных карт.
10 место, карта засекречена. Этот уровень попал в норм-тир по одной причине. Диверсификация и разнообразие. Иронично. В Battlefield 2042 в стартовом пуле и картах дополнений до 6 сезона были представлены в основном масштабные уровни, в которых сражаются пехота и техника, но в случае с засекречено это не так. Я думаю, вы заметили, что футажи немного отличаются от 2042, и надеюсь, сами понимаете, из какой карты и какой конкретной игры вдохновлялись авторы засекречено. Конечно же, с операцией в заперти из Battlefield 4. И в этом нет ничего плохого. Скажу больше, мне лично иногда хочется поиграть на подобных картах, просто банально для разнообразия, потому что иногда вот эти масштабные сражения, они утомляют, и хочется чего-то более простого, тупого и экшонового. Спасибо, конечно, за первую по-настоящему мясную карту, но есть одна проблема. Минимальное количество игроков, если мы берем обычные режимы, это 64 человека, то есть это по сути повторение тупых серверов а-ля операция в заперти 64 человека, 1200 тикетов. Я не фанат такого. Однажды на ивенте я поиграл в режим Frontline, там было представлено 20 на 20 игроков, и это было просто замечательно, именно на карте засекречено и подобных уровнях. Разработчики, пожалуйста, обратите внимание на то, что в мясные карты не стоит пихать 64 человека, тем более 128. Для таких карт идеальное соотношение команд это максимум 20 на 20 человек. Ну а засекречено получает почетное 10 место, и мы едем дальше. 9 место, карта Haven. Еще одна мясная карта, добавленная уже в последнем сезоне. Мне лично она напоминает карту из Battlefield Bad Company 2, а именно Порт Ариков. Такая же плотная городская постройка, но я считаю, что такие мясные уровни типа стадиона, засекречено, как я говорил выше, должны играться в формате 16 на 16, ну максимум 20 на 20. Еще раз повторюсь, я считаю, что именно при таком соотношении команд ты получаешь вот тот самый опыт штурма из Battlefield Bad Company 2 и Battlefield 3. Вот эти две игры вот для штурма и именно для такого соотношения игроков для меня являются эталоном подобного геймплея. Что тут говорить, если я наиграл в тройку на Xbox 360, где максимум ты играешь 12 на 12, более 500 часов. При этом это было еще и в 30 FPS, так что я видел некоторое дерьмо. На 8 месте у нас расположилась карта, отсылающая своим сеттингом к настоящей классике мап-дизайна. Вы предположите шипмент из 4-й колды или канал у Ноушихера из Battlefield 3. Короче, вы не угадали. Это же миссия в доках за Тревора из GTA 5. Даже название карты, Манифест, отсылает нас к реплике этой легенды. Манифесто! Ладно, если говорить серьезно, то, конечно, карта отсылает нас к каналам Ноушихера, которые в свою очередь вдохновлены картой отправления из классической Modern Warfare. По наполнению объектов и плотности геймплея здесь уже все в разы лучше, чем у предыдущих уровней. У нас все еще большая карта, но плотность точек и их расположение сделаны более удачными. У нас есть зона контейнеров, которые плавно переходят в отсек доков с сухогрузами и неким терминалом, который поднимается в гору, где также проходят замесы команд. После допиливания и добавления укрытий карта стала хорошим и уверенным среднячком. Едем дальше. 7 место, карта на острие. На первый взгляд уровень представляет из себя просторное поле с двумя какими-то складами Озон и Валдберрис. Словно это клан Монтеки и Капулетти, которые враждуют между собой где-то в Вероне. А при чем здесь Ромео и Джульетта, ебан? Неважно! Важно то, что... Разработчики сделали грамотный рельеф этой поляны, а на самих складах маркетплейсов происходят очень классные зарубы. Да и прилегающие к ним точки тоже вполне классно играются. Для меня минус — это слишком большие дистанции между некоторыми точками, но я думаю, это сделано для танкистов в первую очередь, тем более тогда на период 3-го сезона вышел релиз-танк МКВ Тор, который нужно было как-то органично интегрировать в игровой процесс. Но в целом карта очень неплохая, уважаемое 7 место. 6 место, карта Калейдоскоп. Это очень спорная карта, учитывая ее бэкграунд, как ее представляли в трейлерах Battlefield 2042 и какой она вышла по итогу. Но тем не менее в нее весело играть после переработки. А центральная часть стала настоящим мемом. И кстати, прямо сейчас у нас начинается прямое включение с поля боя, конкретно с кластера С. Дорогие друзья, мы находимся в центральной части карты Калейдоскоп, в парке Зарядье. Не знаю, почему разработчики указали Диатек, какой-то корейский город. Мы видим, что эта карта находится в центре Москвы. Сейчас мы наблюдаем, как игроки пытаются захватить под контроль центральный кластер этой карты, точка С. Плотность буквально зашкаливает. По ту сторону от меня у нас находится небоскреб с точкой А.
Игроков у нас просто большое какое-то неадекватное количество. Вы сами это все видите, наблюдаете за всем этим. По ту сторону у меня находится точка Б. По ту сторону у нас находится точка D с этими двумя небольшими построениями. А вдали у нас находится точка Е. Сейчас мы как раз таки на нее и взглянем. Дорогие друзья, мы находимся возле кластера Е. Как видите, здесь большая группа высоких домов. Точка находится на первом этаже и также на крыше этого огромного небоскреба. Но подниматься мы наверх не будем, так как там... Домик Е, из которого нет выхода. И вроде есть даже дверь из нее. Но вам облили руки маслом каким-то. И вы пытаетесь взяться за ручку, но проскальзывает из-за масла. И вы не можете открыть. А маслом вас облили не просто так. А мы что-то затянули с этой Москвой и возвращаемся в игровую реальность. Вообще, если говорить серьезно, то для меня Калейдоскоп стал хорошей сбалансированной картой, минус которой является ее нереализованный сеттинг. Мне хочется больше города и меньше парка Зарядье, поэтому почетное 6-е место, и мы, кстати, переходим в разряд топовых карт. А пока текстурки и скрипты этого раздела прогружаются, ты можешь подписаться на мой канал, поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий. И думаю, тебе не сложно, а мне будет приятно, ведь это помогает в продвижении видосов в рекомендации. Также у меня есть другие ролики касательно Battlefield и шутеров, например, дилогия про положительные и отрицательные моменты Battlefield 2042. Обязательно глянь их после просмотра этого ролика, надеюсь, они тебе понравятся. Ты найдешь в них над чем можно посмеяться, и загрузка завершена, переходим к лучшим картам 2042. 5-е место, Flashpoint. Открывает пятерку лучших уровней Battlefield 2042 карта из 4-го сезона. Она большая, но не столько ее габаритами, сколько проработкой и объемом детализации. У нас много зданий, центр карты сделан в формате такого некого нефтезавода с 3 уровнями. Это улица, это верхняя часть этого НПЗ и подземный уровень, в котором происходят лютые замесы. Единственное слабое место, на мой взгляд, это гора, на которой любят сидеть кемперы. Это вообще буквально какой-то сущий пустяк, но тем не менее на этой горе тоже иногда происходят лютые замесы, потому что банально этих кемперов нужно выкуривать. Ну что ж, кемперам пожелаем удачи в их начинаниях, а мы едем дальше к почетному 4-му месту. Orbital — это стартовая карта, которую игроки встретили изначально с теплом. По масштабам я бы оценил ее как среднюю, но в ней также хорошо обыгранная вертикальность геймплея. 2 точки, расположенные друг от друга на разных концах взлетной полосы этого космодрома, плюс проходы между точками сделаны органично и вариативно. Если хочешь идти на пролом, пожалуйста, можешь пересечь этот полигон. Если хочешь сыграть более хитро, можешь пройти под землей в подземный комплекс и выйти в тыл противника. В других точках есть вертикальная составляющая уровней, то есть ты можешь зайти в гору, спуститься вниз, также на другой точке ты можешь сражаться на земле и также подняться наверх этого какого-то складского помещения. Это отличная карта для захвата, как бонус можно запустить эпичную ракету в космос. Почетное 4-е место, а мы едем дальше. 3-й картой сверху стала Reclaimed, или же Возвращение. По своему вайбу она напоминает старый добрый завод 311. Это средняя по размеру карты с главной точкой интереса неким заводским предприятием с доступом на крышу. Что тут еще можно добавить? Это отличная карта, которая сделана по лекалам проверенной классики Battlefield 4. Плюс умеренный размер уровня позволяет держать постоянно высокую динамику сражений, из-за чего лично мне на ней никогда не скучно играть. Правда, вероятность того, что ты поиграешь именно на этой карте, крайне мала, так как она очень редко выпадает в ротации. Мне хотелось бы, конечно, почаще играть на таком классном уровне. Наверное, это ее единственный минус. Опять же, по точкам интереса это сам завод с этими 2 цехами с доступом на крышу, прилегающий к заводу с другой стороны такой комплекс в скале и какой-то перерабатывающий такой типа резервуар для хранения каких-то веществ. Вот и все. Это обычная, буквально проверенная классика Battlefield 4. Едем дальше на 2-е место. На 2-е место я поставил шикарный уровень под названием На Мели. Это карта 2-го сезона, она тоже средних размеров, с очень динамичным геймплеем. По центру у нас расположен сухогруз, прям как на карте Обломки. Вообще может показаться, что карта На Мели — это лучшая версия Обломков, словно это фильм «Субстанция». Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя?
Только это не размашистая помойка, а плотная и сбалансированная карта, на которой постоянно происходит настоящее мясо. Точки расположены идеально друг от друга, перемещаться от одной к другой просто и удобно. Танкистам и пилотам в такое играть, конечно, тяжеловато, ну, лично мне так кажется. Но от этого мне становится только теплее на душе, ведь я адепт пехотного геймплея. Ну а мы плавно подошли к лучшей карте Battlefield 2042. Думаю, знатоки этой игры уже поняли, о каком уровне будет идти речь, ну а мы поговорим про карту Открытие. Наконец-то, первое место — это лучшая карта BF 2042. Встречайте, карта Открытия. Это очень разнообразная карта, в которой считывается явный оммаж на вершину Домованда из Battlefield 3, но с одной поправкой. Открытие еще отлично играется в режиме захват, в то время как Домованда — это идеальная карта только для режима штурм, так как в нем раскрывается весь контраст этого уровня. В Открытии тебе доступно 3 глобальных слоя этой карты. Это верхушка каньона, где сражаются техника и пехота, как обычно. Далее это лабораторный комплекс вот внутри этой скалы, в которой сражается преимущественно только пехота, а также подножие этой горы, где сражаются также техника и пехота. Несмотря на огромные масштабы карты, в ней размещено огромное множество точек интереса, где с очень высокой долей вероятности ты встретишь противника и завяжешь с ним бой. Также большой плюс для меня — это возможность плавно пересекать карту, либо же удирать от угрозы, сиганув с верхушки каньона вниз. Причем из-за большого масштаба на карте комфортно играть всем, от пехоты до танкистов и пилотов. Каждый найдет себе отдушину и развлечение. Плюс контроль точек часто переходит из рук в руки. Для меня это положительный индикатор мап-дизайна, так как это вынуждает игроков двигаться по карте, захватывать другие точки и в целом совершать перемещения по уровням, тем самым создавая высокую динамику на точках интереса. Собственно, вот и весь топ. Уверен, что многие люди со мной не согласятся, возможно, кто-то со мной согласится. Повторюсь, весь этот топ, он исключительно субъективный и основывается лишь на моих ощущениях и на моих эмоциях, которые я испытываю, играя в Battlefield 2042. Если же ты не согласен с чем-то, то обязательно напиши в комментариях свой топ. Не забывай подписываться на канал, ставить лайки, прожимать колокольчики. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я стараюсь развлекать ребят в более частом формате, публикую какие-нибудь смешные мемы, анонсирую видосы и свои стримы. Приходи на стримы, я стримлю множество игр от Battlefield до Escape from Tarkov и Доты. Преимущественно я стримлю на Твиче, но иногда бывает подрубаю и на Ютубе тоже, поэтому следи за всей информацией, подписывайся, фолловся в телеге, ставь лайки и запомни, главное, чтобы ты получал удовольствие от Battlefield и от просмотра этого ролика. Желаю удачи студентам и школьникам в старших классах в сдаче выпускных экзаменов, работягам успехов на работе и хорошего дачного и летнего сезона. Надолго мы не прощаемся. Пока!